Всем привет! Сегодняшняя тема нашего выпуска будет ожившие картины. В искусстве есть такой прием экфраса, и он заключается в воспроизведении одного произведения средствами другого. Кстати, в моей театральной школе, где я училась, наши ребята ставили на сцене школьного театра мини-спектакли, где буквальным образом оживали картины. И уже тогда нас учили, что воссоздание картин в сюжете – это эффектный и интересный прием. Он позволяет поместить зрителя в уже готовый мир, а также использовать символическую силу произведения для развития сюжета и выражения эмоций. И в кино данный прием используется, конечно же, чаще всего, чем в других видах искусства. Одним из наиболее простых для понимания примеров данного приема будет фильм «Ночь в музее» и ее продолжение. В этом фильме в музее оживают все картины, скульптуры и начинают взаимодействовать с главным героем. И получается, что вот этот весь контекст, заложенный в экспозициях музея, создает забавную и волшебную атмосферу на экране, а также служит основой для развития сюжета и приключений. Если же говорить о более высоком искусстве, то вот еще несколько примеров. И это будет фильм «О бесконечности» Роя Андерсона и картина Шагала «Над городом». Здесь режиссер хотел изобразить символ бесконечности и романтики, который находится за пределами повседневности. И режиссер так изображает желание человека преодолеть эти границы действительности. Или, например, фильм «Белоснежка и охотник» и скульптура «Face Off». В первую очередь это, конечно же, создает атмосферу магии и мистики, ведь это же сказка, но также это еще и символический образ внутреннего мира злой мачехи. Королева обращается к золотому зеркальцу, и это золотое зеркало принимает форму скульптуры Кевина Грея, которая как раз и отражает внутренний мир героини, ее одиночество, закомплексованность и депрессии. А также это еще «Молодой папа» Паоло Соррентино и скульптура Пьетро Микеланджело, или фильм «Маяк» и фотогравюра «Гипноз». Их полно. В общем, резюмируя нашу тему, можно сказать о том, что воссоздание картин и скульптур в кино служит метафорой для развития сюжета и характеризации персонажей, позволяет насладиться произведениями искусства в динамике и создает близость со зрителем, и напоминает зрителю о важности искусства и его воздействию на нас. Короче, цитирование живописи – это лишь один из вариантов того, как режиссер может разговаривать со зрителем между строк. И если мы тоже будем закладывать в наше произведение данные приемы, то от этого наше творчество станет только эффектнее и интереснее, естественно. На этом все. Надеюсь, что вам было интересно, и очень хочу почитать вашу обратную связь. Спасибо, что смотрели, и до следующего выпуска. Пока!